Друзья, сегодня поговорим немножко о сетях, о сетевых подключениях и о безопасности наших сетей. Сейчас у всех есть дома свои сети компьютерные, то есть ноутбуки, есть какие-то NAS, есть какие-то сервера, Linux, камеры безопасности, там, ну, в общем, сеть у нас существует, телефоны всевозможные. И теперь давайте представим, что мы с ноутбуком едем в путешествие или идем на работу и забыли какой-то файл дома, или наоборот, нам нужно работать из дому, а в то же время, потому что ИП наше проверяется, а в то же время мы находимся в данный момент в путешествии. Такое тоже часто бывает. Или как часто бывает со мной, я когда уезжаю куда-то, я беру с собой ноутбук. И есть определенные вещи, которые я хотел бы сделать по туннелю, частному туннелю соединиться со своими серверами, потому что я не могу их открывать в интернете. Вот как один из примеров покажу тот, который, к примеру, вот на внутренней сети находится сервер баз данных. И эти базы данных здесь находятся все, и я не хочу раскрывать его, что через рутер, чтобы к нему был какой-то доступ через интернет. Но в то же время периодически мне надо работать с базами данными, и я хочу получать доступ к ним с любой точки мира, к этим базам данных, хотя это Linux сервер. И вот тут же сразу покажу, что, к примеру, вот это уже туннель частный, и я захожу на те же базы данных, только через другой IP номер. И здесь мне стоит только ввести email и мой паспорт, и уже это сам пароль, и я буду уже в этих же самых базах данных. То есть просто меняется IP-адрес. Как обычно происходит наше соединение в таких случаях? Мы все ищем какой-то VPN-сервер, на который идут все соединения от нас, от этих ребят, которые там пьют кофе, на VPN-сервер идет. Этот VPN-сервер имеет свою нагрузку, он имеет свой адрес специальный и начинает потом распределять, ну, там, на сервер или еще куда-нибудь. Одним словом, это и тяжелее, и все-таки все наши данные проходят через определенный VPN-сервер. Безопасно? Кажется, да. Но с другой стороны, я бы предпочел, чтобы данные проходили по закрытому туннелю, но напрямую с ноутбука, допустим, на мой сервер, или с ноутбука на мой домашний компьютер, или с ноутбука на мой NAS. Что для этого нам нужно? Такое решение есть. Нам нужно установить Taiscale VPN. И что самое прикольное, что это действительно работает по-другому. Мы устанавливаем приложение на наш телефон, мы устанавливаем приложение маленькое на наш компьютер, на наш сервер Linux, на Mac, на любой. И автоматически они соединяются друг с другом, не проходя ни через какой сервер VPN. Этот сервер VPN служит только как сервер DNS имен. То есть он служит просто для того, чтобы раздавать имена одному и второму, для того, чтобы они нашли друг друга, но не для того, чтобы пропускать конкретно трафик через себя. Чем же хороша эта программа? Сразу скажу, я лично ею пользуюсь и очень-очень доволен, даже жалею, что не нашел раньше, потому решил с вами поделиться. Во-первых, она устанавливается практически на все, что нам нужно для нормальной работы. То есть смотрите на андроиды, на телефоны, на Linux, сервера, на наши Windows, на Яблоко и на Маке. Все устанавливается в любом вещи. Плюс, опять же, тут есть возможность, что даже если у вас есть какие-то в сети присутствуют какие-то штуки наподобие там какой-то принтера, еще чего-то, камеры, на камеру же не установишь, да, но вы сможете все равно пользоваться с помощью этой программы, вы сможете заходить на свои принтеры, вы сможете заходить на камеры, в общем, на все практически вы можете с помощью этой программы зайти. Просто скачиваете маленькое приложение на Windows, еще на что-то устанавливаете. Даже показывать не буду как, потому что там 2 клика это все устанавливается. Потому что у меня уже все установлено. Я сказал, что я им пользуюсь. Вот этот установленный у меня и на телефонах, и везде, на моих серверах, на моих компьютерах рабочих. Дальше вы просто, когда установили программу, вам нужно будет зайти, зарегистрироваться. Это бесплатно, просто можете зайти по своим Google аккаунтам, зарегистрироваться. Главное, чтобы вы на всех вещах своих регистрировались под одним аккаунтом. Тогда они все у вас появятся в вашем кабинете вот так вот подключенными. Вот как у меня здесь
подключен домашний компьютер, подключен сервер, где видно, что это на Windows, это на Linux стоит, это на Windows, это компьютер для путешествий, который ездит, а это, к примеру, мой телефон. Все они подключены, и видите, есть Android, Windows и Linux, все подключено, и нарисовано, что там у нас подключено сейчас работает, а какой компьютер выключенный, не работает в данный момент. Пройдемся по такому очень интересному вопросу, как цены, что многих заинтересует. И вот тут самое главное, которое для начала нас интересует, это персональ. Персональ это, в общем, для личного пользования. Если хотите полностью все перечитать, просто переведите страницу, перевести выберите на русский и переведите себе страницу, и будет у вас все окей. Но я вам и так расскажу, что для личного пользования здесь раньше был хоть какой-то лимит, большой, но был, теперь практически вообще безлимитное использование. То есть безлимитное использование компьютеров, девайсов, то есть вообще вас не ограничивает 10, вы подключите 20 или 40. 6 пользователей можете подключить, то есть вся ваша семья может быть пользователями, которые туда подключены, заходят и там чем-то управляют. И 3 группы пользователей может быть, то есть с разными разрешениями пользовательскими. Допустим, администратор имеет одно разрешение, там просто дети имеют другое разрешение, а там взрослые имеют третье разрешение. Вот вам 3 пользовательских группы. Вот. И еще, к примеру, тут есть 1000 минут в месяц, там лимитов, но это вообще не касается обычного использования, это касается больше там по программам, по программированию. Так что даже если вы хотите, и это вам по каким-то причинам, не знаю, по каким может не хватить, тут все равно $8 в месяц, это вообще не цена для того, чтобы пользоваться еще более профессионально. Но я уверен, что вы этот план не выработаете. И что самое главное, написано, что пожизненный план этот. Это не то, что вам там 2 месяца попробуй, а потом нет. Это пожизненный фри-план. Ребята, честно скажу, это супер-супер программа. Как это все работает? Вот здесь можете перевести, почитать, посмотреть. В чем отличие от других программ? Если еще такие похожие есть, но там уже другие планы и все остальное. То есть у нас VPN, как всегда мы привыкли это видеть, это так. Какие-то клиенты снимают какой-то себе VPN, платят за него, подключаются к нему, через этот весь сервер проходит весь трафик и потом подключается где-то дальше в какие-то ваши личные сети. Это практически то же самое, но немножко отличается. Тут другая технология, тут технология вот такая. Все ваши компьютера подключаются напрямую, не проходя через какой-то VPN-сервер. И шифруются, все это шифруется прямо в этих программках, то есть вот эти приложения, которые вы скачиваете, и являются и сервером, и приемником, и передатчиком, и шифратором. То есть одно передает, шифрует, другое получает, расшифровывает. То есть оно даже через саму фирму вот эту не проходит трафик для того, чтобы шифровать или расшифровывать. То есть украсть даже они ваш трафик не могут. А чем же тогда они занимаются, скажете, почему тут все высвечивается? Они занимаются трассером, то есть они занимаются соединить, показать, где находится какой компьютер. То есть, чтобы понимали, какой компьютер с каким должен соединиться. Это наподобие DNS-серверов. Когда DNS-сервер просто переводит имена компьютеров, то есть IP-адреса в имена компьютеров и наоборот. Если ты набираешь какое-то имя, ты попадаешь в определенный IP-адрес. Тоже этим же занимается сама компания здесь. То есть она координирует, это координационный сервер, который координирует соединение. Вот чем занимается это. И потому получается, скорость гораздо больше. Тут есть очень много всяких фишечек. То есть тут присутствуют такие фишки, что вы можете из любого вашего компьютера сделать, к примеру, его как рутером и через него попасть во всю вашу внутреннюю сеть для того, чтобы видеть, как я говорил, принтеры, для того, чтобы видеть камеры или еще что-то такое подключенное, которое в сети у вас видно, но на него нет приложения вот это, чтобы установить это приложение. Это раз. Второе.
Есть такая фишечка, что вы можете сделать какой-то сервер, который будет раздавать, через себя пропускать интернет ваш. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, вы находитесь где-то за рубежом. Вы по этой сети частной подключаетесь к своему тому компьютеру, и вы выходите в интернет через этот компьютер. То есть, конечно, вам тоже нужен интернет по одной простой причине, что как вы без интернета подключитесь до этого компьютера. Но фишка заключается совсем в другом. Фишка заключается в том, что бывают такие случаи, когда, к примеру, работники определенные, которые работают онлайн, должны работать с определенного места. И вот они, как бы фирма фиксирует о том, что вы на этом месте. Или подключение к каким-то вашим банкам, которые тоже фиксируют, что это должно быть местное подключение, именно IP-адреса вашего города и всего. А вы в это время там не находитесь. И вот тогда это очень хорошо помогает. Многие недооценивают, но я заценил, и мне суперски понравилась функция поставить это все еще и на свой телефон Android. Как вы видели, мой Android там светится. Для того, чтобы пользоваться, конечно, тоже надо скачать это приложение и установить на Android. И зайти просто под своим же имейлом, и вы увидите все ваши компьютера или все, что у вас подключено. И здесь вы можете увидеть IP-адрес или можете увидеть, вот есть Magic DNS, это то, что я рассказывал, DNS сервера. Если вам удобнее запомнить и пользоваться не IP-адресом, а вот именем, можете скопировать это имя и подключиться. Можно и по IP-адресу, и по имени подключаться. И вот что происходит. Если у вас в телефоне присутствует какой-нибудь файловый менеджер, вы можете там подключить сетевое хранилище. И это сетевое хранилище у вас будет подключено по вот этой сети и прямо к дискам, которые у вас расшаренные, которые имеют доступ по сети. А это нам дает, что у нас появляется сетевое хранилище. Вы можете дома на любом компьютере вообще целый диск сделать и подключить его как сетевое хранилище. Или у вас есть специальный сетевой сервер, или просто вот здесь на моем телефоне показано два моих компьютера, у которых просто есть определенные папки, которые они у меня по сети доступны. И теперь они доступны также у меня с телефона. То есть, если я нажму сюда, я захожу, тут папка темп, и вот здесь в этой папке лежат файлы, которые я могу в любой момент взять и закачать себе на телефон. То есть, я забыл какой-то документ, я могу с телефоном зайти и посмотреть у себя в компьютере этот документ, взять и скопировать его прямо, или открыть в телефоне и скопировать телефон. И так же само, что самое главное, если ваш телефон переполненный, вы ездите, снимаете видео на свой телефон, это большие файлы, и вам надо их положить, освободить телефон и положить на свой компьютер, так же само вы заходите, копируете и просто их ложите себе на компьютер. То есть это очень суперская программа. Рекомендую. В следующих видео я буду рассказывать больше об этой программе, уже каких-то более конкретных фишек. Сегодня я хотел создать просто такую обозревательную часть этой программы. Не забываем подписываться на этот канал, потому что на этом канале будут и интересные фишечки в разных программах, о всяких искусственных интеллектах, и в то же время не забываем, что мы здесь строим автоматизации. Я буду часто рассказывать о автоматизациях и об автоматизациях для бизнеса, то есть конкретно привязывать не просто давайте построим вот такой-то workflow, и он будет круто выглядеть, будет много нод и красивых таких вот штучечек, видите, которые мы тут смотрим, рассматриваем, и тут что-то крутится, что-то бегает. Нет, мы будем делать это из расчета того и из условия того, зачем это нужно. То есть, зачем это нужно, как оно может помочь вам, как оно может помочь бизнесу и куда его можно применить. Отлично. Подписываемся, ставим лайки, пишем ваши комментарии. Пока и до следующих видео.